Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Зи, дорогие друзья, вас приветствует сэр Холмс, канал Благородных Сэров. Мы продолжаем сегодня проходить Fallout. И... О, нифига себе, как выглядит силовая броня, забавно, если ее выкинуть. Как трупик прям. Ну, в общем, не об этом речь. Я думаю, сегодня будет уже финальная серия, потому что ну куда уже больше. И я прошел этот лабиринт. Это, конечно, заставило меня пострадать несколько. Смотрите, а кому интересно, как это проходится. Сначала нажимаем сюда. Это нам открывает определенные двери, каждое нажатие на терминал. Вот, если мы хотим просто выйти отсюда, то сначала этот, затем этот, затем этот и этот. И открывается эта дверь. В эту нас пустят только если у нас на инвентаре есть гек. Гек хранится вот в этом крыле. Там куча охранников. В этом же крыле есть усиленная броня Анклава, которую я тоже прихватизировал. Вот она. Целиком состоит из облегченной композитной керамики. Замечательно. То, что нужно. Керамическая броня. Как керамическая сковорода, только керамическая броня. Вот. И надо посмотреть, что у нас тут есть. Пойдем. О, дали опыт. Блин, а тут же люди. Вражеские люди. Ох ты, президент! Анклава, да? Мужчина в костюме, он смотрит в пространство, как будто он смотрит на вас, но вас не видит. Ёлки-палки. Маленький нервный человек. Дверь кабинета президента, да, президент действительно. О, секретарь. Рыхловатая секретарша-блондинка в облегающем платье. Рыхловатая. А это что? Еще лестница вниз? Блин, как же дохера тут этих... Подожди, я не готов еще к этому всему. Нам надо подлечить компаньонов, наверное. Так, или мне самому даже подлечиться-то? Ну да. Довольно много не хватает хп. Давайте сейчас я это все сделаю быстренько. Вот так получше. Ну что, будем воевать. Вик, ты как всегда. Почему такой проход узкий? Блин. Да что вы делаете? Чего вы сразу стреляете, а? На! Я тоже могу. Блин, офигово как-то получается. Вообще надо отойти. Вот туда. Ой, они сейчас все побегут сюда даже. Охранники и ученые, несмотря на свой страх, бегут воевать. О, ну это вы удачно, ребят. Это у него... блин. Давка Гаусса, что ли? Нифига. Нифига Вик его мочит. Черт, с этим-то проблемы у меня будут. Давай этого постукаем. Так, готов. Окей, хорошо. Надо как-то обходить эту всю кучу. Блин. Сложные какие бои тактические прям. На лестницу обойти. Потому что нет никакого точного оружия, которое могло бы гарантировать то, что нормально, никого не задев, выстрелю. Приходится вот как-то вот так вот изощряться, извращаться. Сюда я никуда не могу пройти вообще.
Хорошо. Готов. Блин, эти с гауссками бегут, зараза. И чё? Они сейчас ворвутся и начнется. А дверь можно закрыть? О, отлично. Ой, не закрылись. Сулик, ты что делаешь? Ой, дурак. Ой, 93. Потому что не осталось у меня ходов. Из этого ниже защита. Паскуда. Ладно, эта толпа парней готова. У некоторых из них даже вот такие миниганы. Виндикаторы. И собирал с них патронов немного. Ученые тоже, мать их, оказывают сопротивление, да? Больше совсем заняться нечем, говорит. Перед этим мы с ним воевали. А, кстати, смотрите, что я нашел у одного из... Шариковый кляп, сомнительное сексуальное устройство. Поверьте, вы не хотите знать, для чего это нужно. Да, что тут такого тайного прям. БДСМ и все дела. Вот у одного из таких парней нашел. Может пригодится. Кто знает. Что-то как-то пусто, ребят. Как-то несерьезно даже, но... Слушайте, а можно уже пройти к президенту? Ну, хотя не совсем. Там наверняка все закрыто. Давайте сначала сюда схожу. Что тут? Здорово. Я смотрю, вам тут комфортно живется, да, уроды? На поезде Анклава. Тут ничего не... Так, тут у нас парень стоит. Блин, надо было полечиться хоть нормально-то сначала. Ну что ж, еще пара засранцев готова. Вот этот парень, написано, что он доктор Кёртлинг, глава химического корпуса США. Стоял здесь, да, то началась движуха здесь, он пришел меня убивать. Интересно, он... Да, смотрите, разговаривает. Добро пожаловать в блок химического корпуса, десантник. Я подполковник Чарльз Кёрлинг, доктор наук. Теперь, когда нас предоставили друг другу... Вон, к чертовой матери, из моей лаборатории! Я не тот, за кого меня принимаете. Я Холмс II из Роя, и нам с вами найдется о чем поговорить. Ну, Холмс II, не знаю, как тебе удалось выбраться из камеры, но говорить нам не о чем, уж поверь. Вот здесь вы ошибаетесь, и не один раз. Тебе надо поговорить со мной? Кто ты, почему я должен тратить на тебя время? Ну, можно, конечно, сказать, умри, пес, но зачем? Если это убивает просто какие-то диалоги уникальные, да? Я из Роя, и мне надо поговорить с вами. Дело касается тысяч жизней. Тысяч там, ну, не знаю, 20 человек, 30 от силы. Не думаю, что мне так уж необходимо побеседовать по душам с мутантом. Но ты сам-то мутант. Скоро, когда настоящие люди снова возьмут планету под контроль, ты станешь всего лишь очередным несчастным реликтом войны. Настоящие люди? Вы вообще о чем? Я такой же человек, как и вы. О, ваша ДНК, это далеко не чуть-чуть. Это очень большое различие. Если бы вы так не поджимали сроки проекта, если бы так не поджимали сроки проекта, я бы с удовольствием провел на ваших людях общие
Более обширные тесты, помимо испытаний токсинов ВРЗ, разумеется. Увлекательнейшие занятия. Вы проводите эксперименты на моем племени? Да. Токсикологические исследования эффективности токсина ВРЗ. Токсин ВРЗ, что это такое? Один из наших патрулей обнаружил исследовательские данные по разработкам вируса ВРЗ. Несколько образцов на бывшей военной научной базе, которая была практически полностью уничтожена. Ну да, мы там бывали. Недавно с вами были, где нашли возродившихся мутантов. Они как бы не возродились, а просто работники, которых нанял Анклав, под воздействием этого вируса превратились в мутантов. Окей, где вы его нашли, я понял, но что он делает? ВРЗ первоначально разрабатывался как вирус, который должен был превращать людей в суперсолдат. Похоже, этот эксперимент завершился полным провалом, хотя я испытал модифицированную версию вируса на одном из агентов нашей секретной службы с некоторым успехом. Ну, интересно, ты прям заливаешь, парень, чешешь вообще. Вот с одной стороны, это как вирус считается, но с другой стороны, вирус должен был превращать людей в суперсолдат. Ну, то есть, вирусом его изначально было, наверное, называть некорректно, но его так называют за то, что он не удался фактически. Ну и так. А что ж, поздравляю, но какое это имеет отношение к тому, чтобы всех истребить? Да, конечно, я к тому и веду. Вирус ВРЗ имеет избирательное действие. Он взаимодействует только с гликопротеинами человека. Всего за несколько лет нам удалось сделать вирус ВРЗ более смертоносным, чем он уже был. Результат просто великолепный. То, что доктор прописал. Великолепный? Да как так-то? А разве не очевидно, мой друг-мутант? Благодаря мне вирус ВРЗ стал смертельным токсином. А благодаря некоему гению, имя которого покрыто мглой, забвение которого знают лишь под именем Создатель, как драматично, он заражает только людей, как мутировавших, так и нет. Ну и что, действительно? Это значит, что мы получим в свое распоряжение превосходное средство избавиться от всех мутантов полулюдей, заполнивших земной шар. По-прежнему не понимаю, что здесь превосходного. А токсин ВРЗ действует только на людей, оставляя все остальное живым и невредимым. Все остальное. И что еще лучше? В течение месяца все мутанты погибнут, и вирус ВРЗ погибнет тоже, когда у него не останется никого в качестве носителей. Ну, здесь не хватит винтокрылов, чтобы распылить токсин по всему земному шару. Вы правы, не хватит. Но они нам и не понадобятся. У нас имеется система распространения, которая выпустит токсин ВРЗ прямо из чанов во внешнюю атмосферу. Об остальном позаботятся атмосферные потоки. Всемирный охват наступит в течение 2 недель. 2 недели? Да, 2 недели на распространение вируса. Еще примерно месяц он будет выполнять свою задачу. А потом Соединенные Штаты будут готовы к повторной колонизации, к приходу настоящих людей. Наш род будет спасен. Может, ваш род будет спасен, но лично к вам это точно не относится. Вот замечательные реплики, вообще прям радуюсь, когда это читаю. Но на самом деле я хочу еще с ним поговорить. Так, ну вообще фашисты. Хреновы, нацисты. Фашисты, ну короче, вы поняли мою мысль. Вы вправду уверены, что делаете благое дело, не так ли? Да, уверен. Такая важная цель, как выживание своего рода, оправдывает любые средства. Ну, вообще, главный герой ведет тем же мыслям, что и я. В этом я с вами полностью согласен. Вам не приходило в голову, что эти специально сказать мутанты всего лишь другой тип людей? Чудовищный абсурд. Ты похож на меня не больше, чем мутировавшая двухголовая корова на нормальную челку. Но это все неправильно. Такие, как ты, просто не в силах понять, что я пытаюсь вам объяснить. Это безнадежно. Уходи. Ну ладно, сам ты безнадежен.
Ну-ка, а что можно еще? Атрофия головного мозга. Чуть-чуть другие. Что за проект? Во, проект, осуществлению которого уже несколько десятилетий была подчинена вся деятельность Анклава, заключается в том, чтобы восстановить власть красной над континентальной частью территории США. Боже, благослови Америку. Основать форпост недолго, мы уже сделали это в Навару. Ого. Форпост в Навару. Ну да. Да блин, а чё, какой смысл вообще? Чё, его убить, что ли? Убить или не убить его? Не знаю даже. Да чё его убивать? Он сам не нападает, черт с ним. А это что, кстати, такое? Бомба? Очень опасная бомба. И как она тут оказалась? Специально для меня, чтобы можно было это все взорвать к чертям? Так, вот я подкрался к вице-президенту, который зовет маму на помощь. Тише, тише. А вот и наши бравые десантники. Что вы делаете в кабинете вице-президента? Я просто зашел перепроверить наши секретные планы. А, понятно. Ну что ж, если уж вам так угодно, я давно размышляю, что настало время человеческой расе населить Солнечную систему. А мы разве еще не... Куда? Полагаю, что Марс прекрасно подойдет, потому что в сущности Марс на такой же орбите. Марс примерно на том же расстоянии от Солнца, что очень важно. Мы видели снимки, мы убеждены, что на них каналы и вода. Если есть вода, то значит есть и кислород. Если есть кислород, значит можно дышать. Я не ожидал получить настолько развернутый ответ. Конечно, конечно, любой лояльный гражданин Великих Соединенных Штатов сделал бы то же самое. Что понятно. Мы должны сотрудничать, потому что если мы не добьемся успеха, нас постигнет неудача. Слушайте, а может я зря всех убиваю тут? Может, можно было заделаться под десантника? Оставить своих спутников снаружи? Реально, да? Вот эти меня принимают за десантника. Хм. Да. Может, ваша неудача не такая уж беда? Я имею в виду, мы не хотим двигаться назад в завтра, мы хотим двигаться вперед. Разве это не единственный путь? Да, это направление мне нравится. В прошлом я делал хорошие предположения. В будущем я делал хорошие предположения. Так что, как бы то ни было, пойдемте в этом направлении. Да. Мне кажется, что мы находимся на неотвратимом пути к большей свободе и демократии. Это могло измениться. Да, отравленному миру пустоши не помешало бы чуть больше свободы для разнообразия. Не глупите, это не загрязнение вредит миру, это инородные примеси в нашем воздухе и воде. Мне правда надо идти. Не смей задерживать, солдат, завтра будущее будет лучше. А что вы имеете в виду? Ну, это все понятно, да? Анклав, рукотворный остров, окруженный водой.
Вам кажется, вы неуязвимы для того, что происходит здесь. Вы живете на той же планете, что и все мы. Понятно. Ну что ж, если вам так уж угодно, я давно размышляю. Солнечная планета. Для нас и космос по-прежнему остается приоритетным направлением работы. Да, понятно. Так, президент меня пустят. Давайте засейвим. Он с улик уставился на него. Помидор. Так. Вроде пока нормально. Видеокамера. Трибуна. Стол. Карта мира. Hello there. I'm the President of the United States of America, and I must say I've seldom seen a stranger or sorrier delegation of misfits in all my life. Just who are you to barge in on me this way? Ну, здравствуйте, я президент Соединенных Штатов Америки. Должен заметить, за всю мою жизнь мне редко приходилось видеть более нелепую или жалкую делегацию более законченных неудачников. Так кто вы такие, чтобы врываться ко мне в кабинет? Да мне очень любопытно знать, что тут происходит. Вы правда не знаете, так? Давайте расскажу вам о спасении рода человеческого. Сначала немного истории. Продолжай. Давным-давно, задолго до нашего рождения, была большая война. Наши бравые солдаты сражались от Юкона до Янцзы. О, да, об этом неизвестно. Продолжайте. Мы побеждали, а потом эти чертовы красные запустили в нас все, что у них было. Мы едва смогли запустить свои ракеты. Но, похоже, нам это мало помогло. Да, нам помогло мало. Но как минимум, чертова красная угроза оказалась отброшена в каменный век. И мы вместе с ней. Нет, скажем, не совсем. Видите ли, мы все спланировали заранее. Мы были готовы. Да вы что? Мы устроили целый ряд тайных убежищ, которые были призваны беречь великую американскую цивилизацию. Эти заведения, убежища были частью гениального плана. Эти чертовы убежища не сработали так, как должны были сработать. В них погибло столько людей. Откровенно говоря, они сработали почти в точности так, как было задумано. Если угодно, можете называть это крупномасштабным социальным экспериментом. Экспериментом? Убежища были заложены для того, чтобы испытать человечество на прочность. В некоторых из них не хватало синтезаторов пищи, в других оказались только мужчины. А те должны были раскерметизироваться уже через 6 месяцев. Для каждого убежища был предусмотрен уникальный набор обстоятельств для изучения поведения людей в данных конкретных условиях. Ни хрена себе! Только мужчины. А убежище 13, в нем какие были условия? Убежище 13, особый случай. Оно должно было остаться закрытым до тех пор, пока содержащийся в нем материал не потребуется. Говоря научным языком, убежище 13 было контрольной группой. Но в нем бы все вымерли, если бы мой предок не доставил запасной виной чип. Это как-то не согласуется с вашим планом. Печальный и непредвиденный инцидент. Однако в дальнейшей перспективе он оказался скорее плодотворным. Что вы имеете в виду? В конце концов оказалось, что нам требуется не только нетронутый предвоенный генетический материал человека, это ваши предки из убежища 13, но и материал на ранних стадиях мутации, а им стало население поселка Арроя. Почему? Для проекта. Проект почти завершен. Спасение человечества почти совершилось. Соединенные Штаты Америки станут источником возрождения планеты. Ну, это я уж все слышал. Единственный способ спасти человечество и демократию заключается в том, чтобы очистить Землю от мутантов. Мы, люди, вернем себе то, что право наше. Ну, я тоже человек. А как вы собираетесь это провернуть? Ага, ну это про вирус мы знаем, ВРЗ. It was originally developed to turn soldiers into super warriors, to turn it into a staggeringly effective killer.
Any humanoid that isn't Все inoculated гуманоиды against умирают. its effects before. No, that's humanity's Безумие. best hope. После дня That's what we've надежды. been working towards all these years. Прорва яда. That's one of the advantages of the FEV virus. We can release it right here, and the jet stream will carry Ну it ладно, all ладно. wild. А зачем вы похитили деревню? У людей есть убежище. А, материал для Your теста, villages да. are all descended from vault stock, and we had to make sure that the FEV toxin was still effective. That's hardly necessary. I'm sure we could, and it would work, but there's no reason to do so. Never. Part of the president's job is to make the tough decisions. A lot of Работа near-humans will президента sacrifice their частью lives for the состоит в том, return чтобы of принимать humanity. трудные решения, пожертвовать множеством полулюдей ради спасения человечества. Человечество превыше всего. Ну давайте, Oh, давайте. I don't relish this decision. If there was another way, but there isn't. No price is too high for the survival of the human race. If you Говорит, were ну мне human, тоже это не нравится, you'd но feel у the нас same нет way. выбора. Yes, I do. Even killing me won't help you. There's nothing you can do to stop the release. Бартер. Ну ладно. Такие вы все прям. Да, интересно, конечно. Необычно. Это все. Спасение человечества, с одной стороны, да, но с другой стороны у них такие радикальные методы. Я что, елки-палки прям. Ух ты, а что это мигает на карте? Черт знает. Какие-то очаги, наверное, жизни просто. Личная секретарша президента. Я печатать умею, говорит. Да. А что тут еще можно сделать-то? Смотрите, какая красота наблюдается. Вик убивает президента. Просто Сулик его убил. Красава, чё. Ну, потому что тут, во-первых, без боя не прорваться, во-вторых, насколько я понимаю, мне все равно пригодится президентская карточка доступа. Причем каждый раз доходит до этого, говорит, ученый. Ну, что ты начал кулаками своими махать? На. Что, все, успокоились, надеюсь? Успокоились. Так, ладно, это мне ни к чему. Президент. Карта доступа президентского уровня. Ко всем компьютерам. Замечательно, то, что нужно. Так, тут, кстати, освободил комнату охранник, но я не думаю, что там что-то интересное такое уж. А действительно, смотрите, не трогают меня. Если спутников с собой не... Блин, я все это время только зря воевал. Я думал, капец, тут хардкорно. Оказывается, тут можно вот так вот все. Так, ну вот, наверное, этот парень тот, кто мне нужен. Том Мюррей, глава комиссии по атомной энергии. Здорово. Я Том Мюррей, глава комиссии бла-бла-бла. Я заведую нашей атомной электростанцией. Кто вы такой? Что вас, черт побери? Что вы здесь делаете? Мне нужно вас уничтожить. Как работает реактор? Такой объем операций реактора я не контролирую. Большая часть функций электростанции управляется центральным компьютером прямо к северу от реактора. Если бы не он, мы бы остались совсем без тока. Совсем? Ну, практически совсем. Свет, система жизнеобеспечения, защитные системы.
Некоторое время поработали бы, но силовые поля, другие энергоемкие устройства отключились бы мгновенно. Похоже, вы остались бы без рук. Да, это было бы нехорошо. Все герметичные защитные двери в таком случае задраиваются. Когда они закрываются, при отключении питания никакая сила в мире не сможет их открыть. Это мера безопасности. Блин, это ж херово. Герметичные двери, блин. Мне нужно заглушить ваш атомный реактор. Заглушить? Вы с ума сошли? Я вам не дам заглушить мой реактор. Ой, так он ваш, извините, ради бога. Ну попробуйте, лучше скажите мне, как я вас заглушу раз и навсегда. Вы блефуете, вы не посмеете. Так. Ладно, еще как посмею, если вы мне не поможете, вы мертвец. Хочу рисковать шестнями. Нет, еще раз, нет. И главное, можно заднюю дать каждый раз. Ладно, очень печально это слышать. Тогда, пожалуй, вас придется убить. Ничего личного. Ах ты, падла! Ты чё? Ну что вам скажу, я это сделаю. Но если отключить его слишком быстро, он перегреется. Мне наплевать, просто выключите реактор, или я вас придушу как кролика. Да ты чё такой урод-то? Заглушить, сказал? Я не дам вам поднять тревогу. Дикари ворвали. Да ты чё, так я как? Я должен тебя убедить как-то. Ладно, пробуем другой метод. Взрывчатка, бомба! Бежим, бежим нахер! Блин, она затронет то, что мне нужно. Сейчас интересно. Блин. Как вас до хера? Что-то как-то, наверное, неправильно все это сделал. Началось. Расплавление активной зоны реактора. Осталось 10 минут. Да вы что такие уроды, а? Вот как мне сейчас с ними сражаться? Может принять психу какой-нибудь еще, а? Ладно, пока вроде тащу. На, ёпта. Тварь. Ну, я же так, перезарядим. Смотри, еще стреляют в меня. Вообще надо валить. 10 минут осталось. Надо сначала с этими, конечно, разобраться как-то. Ребят, черт возьми, мне не удается победить этих ребят внизу. Вы думаете, мой персонаж слишком слаб? Нет, не в этом дело. У меня игра крашится. Крашится, когда уже 2/3 битвы закончено, крашится. Я несколько раз пробовал, ничего не получается. Хотя, по идее, чего там стоило бы сделать? Всего лишь... Почему это ждать так скучно? Ну, потому что... Стоило бы только лишь взорвать вот компьютер внизу, вот этот, да, и валить оттуда нахер. Но нет. Когда я его взрываю, на меня набегает куча людей с винтовками Гаусса, которые, блин, я не могу через них прорваться вот просто так вот. Мне надо их убить. Есть эффективные тактики, но, блин, игра крашится, черт подери. О, ладно, у меня есть еще вот надежда на эту бомбу. Может, мне что-то получится сделать? Вы туда не можете попасть. Ну, конечно. Очень опасная бомба. Давай попробуем. Вот. Я очень рассчитываю на это. Давай даже 2 для надежности. Лишь бы только в руках у меня не взорвались они. Так. Вали отсюда. Вали отсюда.
Уху! Ну? Ну, блин, ну что за дела? Неужто это никак... А нахер тогда эта бомба тут вообще стоит? Ядерная бомба, блин. Это вообще не похоже на ядерную даже бомбу, мать ее, так? Ну, ребят, я не знаю. Ах, черт подери. Неужто мне придется... Ладно, похоже, других выборов просто у меня нет. У меня, к сожалению, не хватает харизмы, чтобы убедить техника внизу взорвать реактор. Точнее, отключить питание. Не хватает у меня брони, сил и всего такого, чтобы взорвать самостоятельно. Ну, то есть даже не брони и сила, вот ресурсов моего компьютера не хватает, и вся игра вылетает. Я не знаю, как быть, что делать. Блин, ёпарасоте. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Ну, мать вашу, уки, ёпты мля. Я сделал этих уродов просто. Просто сделал их. Игра больше не вылетала, я превозмог. Я сразу на них напал. И эту взрывчатку установлена на 10 секунд. Нахер валим, все. Вот они все там мертвые лежат. Опа, 10 тысяч очков опыта. Зашибись, то, что я хотел. То, о чем я мечтал. В боевом режиме, наверное, даже больше времени экономится. Так, надо залутать этих ребят, у меня потому что вообще не осталось никаких боеприпасов. Ты серьезно? Я не считаю это лутом. 10 минут, мне хватит с лихвой. Так. Пожалуйста, спасибо. Вот ты другой труп? Блин, это все один и тот же труп. Ты другой труп? Да. О, это то, что я хотел. Блин, чего у вас так патронов много? Обычно у них только один магазин. Ты чё, охренел, что ли? Так, стоп, подожди, это будет для него слишком жирно. Во. На тебя в промах? Нифига себе. Ну, почему я не люблю систему Special? Потому что промах. У тебя хватает на один только удар. Гражданин умирает. Так, ладно, у него ничего нет. Тут где-то еще был труп. Вот он. Времени хватит, по-любому. Ничего интересного. О! И у тебя еще посмотри. О, стимпак, гранатомет. Блин, к сожалению, в самом гранатомете нет снаряда. Ладно. Блин, что-то, знаете, такая прям ностальгия по Call of Duty почему-то возникла. Там тоже были гранатометы. Возможно, на нашем канале когда-то будет Call of Duty. Первая, вторая, третья и так далее. Modern Warfare. Может быть, с нее и начнем. Может быть. Так, ребят. Слушай, у меня интеллекта не хватает, чтобы... Ай, мне не хватает интеллекта, потому что я принял кучу психа. Ладно, хрен с вами. А если голова на плечах есть, сами думаете, что надо бежать отсюда?
Кстати, лестница разблокировалась. Давайте-ка наверх. Блин, где я нахожусь? А, это самый верхний этаж. Хорошо прикидываться своим. Слушайте, мне кажется, уже неподалеку где-то финал этого всего. Точно, надо было сохраниться еще сразу же просто. Гигантская человекоподобная фигура в броне. Ты только глянь на нее. Это именно то, что мы видели. Блин, начинается. Фрэнк Хорриган какой-то. Я не это хотел вообще-то. Сержант Гранит. Я устал убивать. Не люблю убивать адиетов. Каких адиетов? Ну ё-моё, ну вы чё такие, а? Ребят, мне ваша помощь нужна. Помогу, застегни, ну вы чё такие, а? Я что, должен один сражаться с ним, что ли? Твою мать, да что за херня такая, ну? Не торопись. Нескрываемая ненависть. Блин, походу придется призывать своих Сулика и Вика, чтобы с ним справиться. Блин, как все печально-то. Блин, я уже 2 вечера не могу добить эту игру. Вот сейчас 3-й день, днем решил поиграть. Может, на свежий мозг, как говорится, лучше получится что-то придумать. Вот, я проделал, собственно, то же самое. Этот урод все еще стоит здесь, но теперь, если принять пару ментатов, повысить интеллект, привлекательность, можно поговорить вот с сержантом. Стоять, что ты тут делаешь? Вот и, собственно, кто? Сержант Гранит, рота КА. Рота КА? Рота контроля анклава. Мы отвечаем за охрану периметра. То есть обычно отвечаем. Понятно. А что значит обычно? Ну, тут такое дело, тот псих, агент Хорриган, вон туда только что рванул. Он все ждет, что кто-то сюда ворвется. Кто это? Он какой-то генетически спроектированный урод. Был телохранителем президента, агент секретной службы Фрэнк Хорриган, а теперь он больше, чем наполовину машина. Ох, ничего себе. Ну да, он еще хуже. Он тобой просто пол вытрет. Он крепкий, быстрый и просто гад. Я навидался, что он творит с мутантами. Приятного мало. Я не мутант вообще. А что он творил? Давай лучше замнем. Мне потом кошмары снились. Скажем так, эти стены покрыты отнюдь не ржавчиной. Похоже, пройти мимо него будет непросто. Самое большое преуменьшение года. Жаль мне тебя, дружок, правда жаль. Жаль меня? Да ты лучше себя пожалей. У вас поджарился управляющий компьютер реактора, и скоро будет взрыв. Вы все трупы, если только не... Ах да, расскажи это своей бабушке в полночь. Если реактор пошел в разнос, то почему свет до сих пор горит, а, умник? Ха, не на того напали. Это аварийное освещение. Слушай, я видел, что осталось от компьютера. Он не сломан, его просто больше нет, говорю тебе. Вы все тут взлетите на воздух, если не... Какая убедительная история, мне смешно. Знаешь, а ты, пожалуй, продержишься против Хорригана целую минуту. Это будет новый рекорд. Удачи, мутант. Почему не получается? Может, надо еще раз? А он уже в курсе, что я мутант. Да. Да блин, не получается его убедить. Ну что такое, а? Ай, чтоб тебя, никакие варианты не... Блин, как все печально-то, не получается ни хера. Ну блин, может здесь что получится сделать.
подключиться. Почему не получается? Файлы на следующий момент. Быстрее недоступны, поиск обновлений. Ну давай, чё? Недоступно. Ну, я прям не знаю даже. Чё ты, как я не знаю. Президентская штука, что ли, сюда не подходит? Ну что тебя? Я не хочу с ним воевать, у него 1000 хп. Ну чё за фигня, а? О, как это я сюда попал? Этот, похоже, особенный. Президентский ключ доступа. Переопределение настроек безопасности. О! Для определения защиты необходим президентский ключ доступа. Доступные варианты подавления бунта, аварийное отключение защитных систем. Попробовать что-нибудь менее заметное вернуться. Подавление бунта. В случае вооруженного восстания президентский ключ доступа позволит переориентировать защитные системы на все ранее лояльные. Но теперь враждебные единицы внутри области. Чё? Ну типа всех будут убивать эти турели. Защитные системы запрограммированы так, чтобы атаковать самого опасного противника первым. Внимание, текущий уровень операции, только входные уровни. Давай. Здравствуйте, мистер президент. Инсталляция чрезвычайного протокола подавления связи захвачена. Иду-ка в сторонку, посмотрю, что дальше. Да, ну неплохо. Да. А еще можно что-нибудь? Больше ничего нельзя. Ну его неплохо коцает. Вот скотина, убила одну херню. Блин, жалко, этих парней не удалось убедить. Подожди, они на кого сейчас набегают? О! Критический урон 316. Давай, давай! Ах ты, падла. Ну ничего, я его, наверное, смогу добить в случае чего. Ребята. А вы что, зачем вы турели-то стукаете? Стукайте Хорригана, он урод. Ух, нифига. Он по одиночным может стрелять. Черт, сейчас ведь он турели все победит. Это будет нехорошо. Блин. Турель теряет оставшиеся боеприпасы. Критический промах. Блин. Что мне делать-то? О, нифига себе, он со мной заговорил. Надо же. Ты зашел куда дольше, чем следовало, но ты пока и не встречался с Фрэнком Хорриганом. Все, выродок, ты попал, пришло время убирать. Ась, кто такой Фрэнк? Я Фрэнк Хорриган. Вот кто. Секретная служба США. Никуда ты отсюда не уйдешь. Ну давай попробуем договориться. Ну постой, ну чё ты, ну как так-то? Блин. У него слишком крупнокалиберная эта херня. Блин, 53 урона, я не смогу.
Получилось! Ох, 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 ох. Подожди. Или он еще живой? Это он... Он умер! Умер! Получилось! Турели это самое лучшее, что есть в этой игре. Только сейчас надо валить, чтобы они меня не развалили. Так. Ноги босса. Фрэнк Хорриган. Так, а что мне теперь? У меня осталось 4 минуты, ё-моё. Как, что дальше-то делать? По идее, надо вот сюда идти теперь. Ладно, надо еще с этими разобраться, с парнями. Так, ну вот я победил всех, и что теперь? Куда теперь щемиться? Блин. Серьезно, я хрен знает. Надо сохраниться хотя бы. 3 минуты с половиной осталось. Блин. О, остался один упырь. Странно, что турели на меня не... Да, кстати, Сулик погиб. К сожалению. О! Можно свалить. Так, и что все это значит? Корабль вроде уплыл. Вроде уплыл корабль. Со мной на борту. И, надеюсь, с племенем. Так. О! После уничтожения Анклава беженцы из Роя убежища 13 переселились, создав новую общину с помощью генератора Эдемских кущ. Классно. Оказавшись в сотнях миль от своего убежища, жители убежища 13 решили совместно с жителями деревни создать новое поселение. Их техническое мастерство в сочетании с навыками выживания деревенских жителей позволяет новому поселению расти и процветать. Это типа оно и есть, да? Ничего, нехило. Оказавшись в сотнях миль от своего убежища... Блин. Спаситель избранный стал старейшим, правил древней много лет. Пропустил фразу, ну ничего, на паузе можно будет посмотреть. Вооружившись дубинками и факелами, жители Модока захватили подземный город Слагов. Слаги быстро разбить, и жители Модока убили всех мужчин, женщин и детей, которых нашли. Вот уроды. Это все то, что не успел найти того парня. А если в этом распространились, и жители Модока, движимые страхом, атаковали город и уничтожили его. С уходом Мецгера рабству в этом районе пришел конец. Заведение Бекки быстро росло благодаря своей репутации. Честной владелице бара и казино Ребекка Дайер скоро стала перед необходимостью выкупить заведение своих конкурентов и расширить дело. Дыра процветала и вскоре привела репутацию жесткого, но честного сообщества. Хорошо. А в следующие годы город-убежище сильно пострадал от атак разбойников. В конце ситуация стала столько отчаяния, что граждане были вынуждены попросить помощи ОНКР. За месяц большой военный отряд из НКР прибыл в город-убежище. Так началась оккупация города-убежища, который вскоре стал одним из северных приграничных городов НКР. О как. Вскоре после уничтожения Анклава в семье Бишопов родился ребенок.
Ребенок был совершенно не похож на бишопов и больше всего любил бродить по пустыне. А когда ему исполнилось 13, он возглавил семью бишопов и привел их к победе над остальными семьями Ньюрина. Нифига. Да, изобранная кровь. Он тихо скончался во сне в возрасте 73 лет, так не узнав, кто был его настоящим отцом. Прикольно. Хотя убийца был пойман и наказан, никто так и не узнал, кто же на самом деле убил сына мистера Райта. Об убийстве больше не вспоминали, ведь эта глава в семье мистера Райтов остается закрытой. Да, там я пару квестов запорол. После оптимизации реактора Гекка стал получать излишки электроэнергии. Правительство города-убежища было не в силах противостоять внутреннему давлению и отдало приказ захватить Гекка, чтобы взять реактор под свой контроль. Вот уроды. Мирные воли Гекка привели остатки своих дней в рабстве, служа городу-убежищу. Да, если бы я не оптимизировал завод, они бы жили дальше. Несколько лет после покупки экскаваторного чипа у избранного Мардж Лебарж уже владела шахтами Утренняя Звезда и Кокоуэф. А Мардж легко победила на выборах мэра и использовала свое политическое влияние, чтобы заставить Рейдинг присоединиться к растущей новой Калифорнийской республике в обмен на место в Конгрессе НКР. Да, я сделал НКР сильным. После того, как заговор об уничтожении мутантов был раскрыт, Брокен-Хиллз начал процветать. Потом уран кончился. Без урана город существовать не смог. Жители увозили с собой нажитое, покидая призрачный пустынный город. Если бы я подчинил завод, может быть, все образовалось бы. Осталось всего лишь несколько упрямцев, которые во время жалкого существования улучшили, в конце концов исчезли и они. Понятно. Помощь, оказанная вами в связи с убежищем 15, пробудила новую НКР, начать существовать своих соседей. Цивилизировать своих соседей. Хотя им предстоит еще многое преодолеть, теперь у НКР есть опора в северных пустошах. Благодаря поддержке НКР, сквад убежища 15 вскоре стали самостоятельными полезными членами общества. Уничтожив когтей смерти из убежища 13, вы положили конец существованию еще одной расы, в очередной раз доказав, что геноцид является простейшим решением любой проблемы. Это не я их уничтожил, вы чё? Это уродский анклав. Ши процветают. Они создали средства на основе трав, которые способны очистить от радиации окрестности их обожаемого города. Хотя это вьющееся растение не может расти в другой почве, Ши выращивают его на своих землях. Они продолжают разрастаться, формируя основу новой империи. О, сила еще одна. Что касается бродяг из танкера, что ж, как и полагается бродягам, они бродяжничали. Хорошо. Вот и все. О, черт, этот музон. Придется его либо вырезать, либо заменить кавером. О, так вот, в общем, кончилась Fallout. Блин, я 100 часов наиграл в эту игру, я даже не ожидал. Получилось намного длиннее, чем первая часть. Почти что в 2 раза даже, если не больше. То есть 55, сколько серий там? 54, да? Офигеть. Ой, прохождение затянулось, я рад, что оно наконец закончилось. Я не говорю, что я прямо рад так уж избавиться наконец-то от этого фу-фу-фу. Нет, Fallout очень хорошая игра, особенно от второй. Вот, и я даже не сожалею совершенно потраченным временем. Но должен сказать, я хочу взять какой-то неопределенный период отдыха от Fallout. Есть несколько игрушек, которые выходят в скором времени. И которые я хочу пройти на запись прямо в момент выхода. Вот, чтобы, попытаться набрать аудиторию и все такое. Вот. Ну, вы вскоре и сами поймете, о чем я говорю. Но это, опять же, говорит о том, что Fallout какое-то неопределенное время на канале больше не будет. Но я хочу к нему вернуться при первой же возможности. То есть начать проходить 3-ю часть. Она мне нравилась в свое время, я много играл. Вот, и буду рад пройти снова. Вот, ну, в принципе, все. Что тут еще можно добавить? Пожалуй, ничего. Вы уже сами все видели, сами все слышали.
Дорогие зрители, с вами был канал Благородных Сэров, прохождение Fallout 2, Сэр Холмс, ваш покорный слуга. Лайки, подписки, всем пока-пока.